В рамках разработки рабочей документации на реализацию второй очереди проекта «Окончательное закрытие и консервация первого, второго и третьего блока Чернобыльской атомной электростанции» 1 ноября специалисты ГСП-ЧС в центральном зале первого блока провели масштабные работы по демонтажу технологического канала и канала системы управления и защиты. Демонтаж с последующей переработкой ТК и канала СУС имеет практическое значение для определения продолжительности работ по снятию с эксплуатации, сроку консервации и выдержки реакторов. Согласно утвержденной ГИРУ программе реализации этапа окончательного закрытия и консервации первого, второго и третьего блока, выполнение полного демонтажа и переработки всех ТК и каналов СУС запланировано на конец 2028 года. Но продолжительность этапа демонтажа напрямую зависит от сроков выполнения работ непосредственно на каждом реакторе, где находится более 1600 технологических каналов и по 227 каналов СУС. Фрагментацию извлеченных технологических каналов и каналов системы управления защиты планируют выполнить на модернизированной линии измельчения длинномерных специзделий ЛИТ, где будут проводить следующие операции: сушку специзделий, фрагментацию, размещение в упаковочных комплектах, характеризацию полученных упаковок СРАУ с последующей загрузкой их в транспортные контейнеры. Продолжительность работ по демонтажу и переработке специзделий определяется продуктивностью ЛИТ. Данная линия в течение суток по 12-часовым сменам может переработать всего 2 канала. Заместитель директора технического по эксплуатации Владимир Песков, комментируя данные работы, сообщил, что технические условия, созданные НЧС во время снятия с эксплуатации, позволяют сократить продолжительность процесса переработки длинномеров путем извлечения из него операций сушки специзделий и уменьшения количества транспортных операций. Поскольку извлечение ТК и каналов СУС в последний раз массово выполнялись еще в 90-е годы прошлого века во время ремонтов действующих блоков, проведение таких масштабных работ поможет определить уровень квалификации персонала, который будет привлечен к работам, а также дозовую нагрузку и наличие необходимого оборудования для извлечения специзделий из реактора. На данный момент специалистов, умеющих выполнять эти работы, на станции осталось немного, поэтому передача опыта молодым специалистам – очень важная часть проводимых в центральном зале работ.